Привет! Ты до сих пор не понимаешь, как делать крутые кадры? Все еще не можешь получить нужный ракурс и эмоцию? Тогда приготовь себе чай, открывай Google переводчик или DeepL, если не знаешь английский, жми лайк, подписывайся и поехали! Сегодня у нас тема, которую вы очень часто просили, но которая меня откровенно бесит. Почему твои промпты в Nano Banana не работают? Почему пишешь close-up shot, а получаешь черт знает что? Указываешь Dutch angle, камера стоит как вкопанная. Знаешь почему? Потому что ты говоришь с ней на неправильном языке. Сегодня я покажу тебе систему промптинга, который превратит тебя в режиссера бога. Забудь все, что ты знал о промптах. Первое правило режима бога. Все начинается с правильного базового изображения. У тебя есть 3 опции, и каждый дает разный результат. Средний план, когда лицо занимает большую часть кадра, идеально для консистентности лица. Используй, если фокус только на персонаже. 3/4 ракурс. Баланс между лицом и торсом. Сохраняет одежду и детали тела. Универсальный вариант для тех, кто не определился. Полнофигурный кадр. Показывает окружение и обувь. Минус – теряются детали лица. Мой совет – начни с полнофигурного, затем создай из него средний и 3/4. У тебя будет 3 базовых изображения для любых сцен. Промпт звучит так. Change the angle to a medium half-body eye-level shot of the woman. Просто? Да, работает идеально. А теперь главный секрет, который меняет все. Слово change. Nano Banana не понимает названий ракурсов. Вообще никак. 0 реакции. Но она отлично понимает команду change. Это магическое слово заставляет ее действительно менять угол камеры. Смотри разницу. Пишешь просто close-up shot of the woman. Камера может проигнорировать команду. Результат фигня. Пишешь change the angle to a close-up shot of the woman looking at the camera. Бум. Идеальный крупный план. Слово change – это твой секретный код. Запомни его. Второе правило режима бога. Забудь про название ракурсов. Забудь навсегда. Описывай то, что ты хочешь увидеть. Давай по примерам. Полный рост. Не пиши full body shot. Это ничего не значит для модели. Пиши change the angle to a front view, medium shot with the whole body facing the camera. Вот это работает. Крупный план. Не просто close-up. Слишком абстрактно. Пиши medium shot with ill-raged expression, focus on her face. Видишь, конкретика. Нижний ракурс. Забудь про low angle shot. Модель пожмет плечами и сделает что-то странное. Пиши captured from a low angle front view camera shot, dynamic motion on her body. Вот это уже кино. Вид сверху. Не top view. Нет. Пиши change the angle to an extreme high angle shot. The woman is looking up at the camera with her feet on the desert ground. Теперь модель понимает, что ты хочешь. Видишь разницу? Вместо абстрактных названий конкретные инструкции. Именно так думает Nano Banana на своем странном языке. Теперь о том, что убивает твои промпты. Ошибка номер 1. Множественное число. Слушай внимательно. Если напишешь show the girls running, в кадре появятся другие девочки. Поздравляю, ты только что разрушил консистентность персонажа. Пиши show the girl running. Одна буква S и все летит к чертям. Ошибка номер 2. Противоречивые инструкции. Close up of your face, showing the whole landscape behind her. Серьезно? Крупный план лица и полный пейзаж? Выбери что-то одно. Либо close up shot of the woman with blurred background, либо wide shot showing the woman in the vast landscape. Ошибка номер 3. Слишком много требований. Show her running, jumping, crying, laughing, looking at camera and away with sunset and rain. Модель не цирк. Она растеряется. Один фокус, один промпт. Show the girl running towards the camera with a determined expression. Dynamic motion. Вот это работает. И ошибка номер 4. Забыли про одежду. Пишешь change to side profile. Одежда меняется. И твой персонаж внезапно в другом наряде. Пиши change to side profile. The woman wearing the same orange puff jacket and black pants. Одежда сохранена, консистентность жива. И ошибка номер 5. Игнорирование контекста. Close-up shot showing the junkyard behind her. При крупном пласифон размыт гений. Ты не увидишь никакой свалки. Пиши правильно. Medium wide shot of the woman in the center with the junkyard visible in the background. Теперь все логично. Я надеюсь, очень понятно расписано про ошибки. Если все же непонятно, дальше в ролике будут картинки. Это 5 ошибок, которые вы можете допускать, не зная о них. Теперь самая большая ошибка, которой, я надеюсь, вас оберегу. При оплате подписок и любых нейросетей ты можешь воспользоваться сервисом One2Pay. Лучший сервис, который позволит вам получить доступ, если ваша карта не работает. Ссылку вы найдете в описании под этим видео или в моем телеграм-канале, на который пора бы уже подписаться. И теперь твоя библиотека готовых решений. Копируй и адаптируй. Сила и доминация. Нижний ракурс. Captured from a low-angle front view camera shot. Dynamic motion on her body. Делает персонажа мощным и доминирующим. Экстремально нижний. Change the angle to an extreme low-angle shot. The woman looks enraged with vast sky on top of the picture. Максимальная сила и угроза. Уязвимость и слабость. Верхний ракурс.
Change the perspective to a high angle looking down from above as if from the top of a tree. Персонаж выглядит слабее и уязвимее. Экстремальный верхний. Change the angle to an extreme high angle shot. The woman is looking up at the camera with her feet on the desert ground. Максимальная уязвимость. Эмоции и интимность. Крупный план. Close-up shot of this woman looking in the camera with intense expression. Раскрывает сырые эмоции. The extreme close-up shot of the woman with focus on her eyes. Максимальная интенсивность момента. Контекст и масштаб. Экстремально широкий. Extreme wide shot of the woman in the vast desert. Одиночество в большом мире. Вид дрона. Drone shot from above, looking down on the vast junkyard. Божественный вид, масштаб локации. Напряжение и диалог. Из плеча. Over the shoulder perspective, blurred shoulder and head of one person in the foreground. Camera focusing on the girl's face with angry expression. Конфликт, диалог и власть. Загадочность. Профиль. A side profile of the woman looking at the sky and pondering expression. Создает загадочность. Ожидание. И вид. Please rotate the camera to show the other side of the quad and the girl. Кинематографические переходы. Отлично, мы рассмотрели все основные виды ракурсов. Копируйте эти промпты, адаптируйте под свои истории, и у вас уже будет арсенал настоящего режиссера. Но знаете что? Пока я делала этот ролик, Google обновили Gemini до версии 3 и тут же выкатили Nano Banana Pro. Теперь у вас есть 4К качество. Это просто огонь, друзья. Картинка стала еще реалистичнее, детализация на высоте. А теперь давайте рассмотрим еще несколько интересных техник, которые улучшат ваши навыки на несколько уровней, потому что режим Бога – это не предел. Есть еще режим Супер Бога. Режим Бога – это не просто ракурсы, это контроль над каждым элементом. Техника номер 1 – движение камеры. The camera pulls backwards as the woman runs towards the camera with a determined expression. Динамика и драма. Fast zoom up to the girl's face, showing her surprise expression. Внезапность и эмоции. Camera zooms out and then tilts up to a drone shot showing the vast landscape. Кинематографический переход. Техника номер 2. Позиционирование. Place the woman on the right side of the frame, facing left with cinematic lighting. Композиция как в кино. Upper left corner positioning with the woman looking towards the center. Создает ожидание. Техника номер 3. Эмоциональные триггеры. Medium shot with an enraged expression. Eyes wide, clenched fists. Сырая злость. Close-up shot with scared and surprised expression, mouth slightly open. Уязвимость и страх. Side profile with pondering expression, looking at the distant horizon. Задумчивость и мечтательность. Техника номер 4. Консистентность одежды. Правильно говорите. Change to a really shot. The woman wearing the same distinction orange puff jacket and black pants, looking up at the camera. Описывая одежду, это якорь консистентности. Надеюсь, в этом блоке вам все было понятно. Теперь вы можете точно контролировать свой кадр и персонажа. Давай закрепим полученные знания. Вот мой чек-лист для проверки самой себя. Думаю, вам тоже пригодится. Перед каждым промптом проверяй эти 10 пунктов. Есть слово change для сложных ракурсов. Описание вместо названия ракурса. Указана позиция персонажа, facing camera, side profile, описана эмоция или выражение. Нет противоречивых инструкций. Используется слово girl. Единственное число. Описана одежда, если нужна консистентность. Один главный фокус. Достаточно деталей для понимания. Есть ключевые слова динамики, если нужны. Если на все да, ты готов? Отправляй промпт и получай супер крутой результат. Ну что же, для общего понимания вот правила, которых тебе необходимо придерживаться, создавая промпты. 7 заповедей. Правило 1. Конкретность. Описывай, а не называй. Правило 2. Change. Используй это слово для сложных ракурсов. Правило 3. Эмоции. Персонаж должен быть живым. Не забывайте улыбаться. Правило 4. Контекст. Что делает, где находится. Вы передаете историю через кадр. Правило 5. Один фокус. Не требуй все сразу. Вы общаетесь в чате и можете делать последовательно. Сложные кадры. Правило 6. Консистентность. Сохраняя внешность и одежду. Можете указать текстуру материалов, крой и другие нюансы. Правило 7. Логика. Проверяя на противоречия, не создавайте неразбериху. Заполни эти правила. Они твой фундамент, который поможет создать красивый многоэтажный небоскреб. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился такой формат ролика. Я постараюсь чаще выпускать подобные гайды, если вы проявите активность, потому что без ваших лайков и комментариев я просто говорю в пустоту, а это грустно. Пишите в комментариях, что хотели бы увидеть в следующих роликах. Может, разбор других нейросетей?
Пишите, я прочитаю все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там все промпты, гайды и новости. Ставьте лайк, если было полезно. До скорых встреч. Пока.